Произошло это в одном из поселков Алтайского края. Местные жители были обеспокоены тем, что кто-то оскверняет могилы усопших родственников, оставляя после себя кучу земли, да следы лап, похожие на волчьи или собачьи. Дело получило общественную огласку, и для того, чтобы разобраться в ситуации, руководство охотничьего хозяйства края направило в поселок опытного егеря. Охотник, следопыт, без труда определил, что следы, оставленные на могиле, принадлежат волку. Загадкой оставалось другое, почему хищник разрывает только одну могилу, а не все подряд, что казалось бы более логичным. Серого бродягу почему-то интересовало именно это захоронение десятилетней давности. От времени надпись на табличке стерлась, и было не различить, чья это могила. Попытка устроить засаду ни к чему не привела. Волк, словно потеряв интерес к неприятному и местами кощунственному занятию, не пришел в эту ночь. Но егерь не собирался сдаваться без боя. Несмотря на то, что стояла зима, он оборудовал себе лёжку за поваленным деревом и принялся ждать. На третьи сутки серый вандал появился на кладбище. Волк сразу направился к облюбованному захоронению. Когда он разгреб могилу, то поднял морду к небу и протяжно завыл. Егерю стало не по себе, когда, поймав профиль волка в перекрестье оптического прицела, он заметил на его морде слезы. Сколько ни целился мужчина, а выстрелить так и не смог. Следопыт не понимал, почему хищник оставлял метку именно здесь. Волк тем временем растворился в чаще леса. Тогда мужчина решил зайти с другой стороны, чтобы разобраться в этом странном деле. На следующий день егерь отправился к местным сторожилам, чтобы узнать, кто похоронен на участке, приглянувшемся волку. Выяснилось, что там нашел пристанище беглый заключенный, брат лесничего. 10 лет назад, усыпив бдительность охраны, он совершил побег из мест заключения. Подавшись в родные края, преступник ночью зашел переночевать к брату, чтобы поесть и сменить арестантскую робу. Он жил один, и это было на руку зэку. Лесничий не обрадовался брату, как 2 капли воды, похожему на него. Они не были близнецами, но различить их могла только родная мать. Между братьями произошла ссора, в результате которой рецидивист погиб. Лесничему тогда даже выписали денежную премию, выписали и объявили благодарность. Егерь решил увидеться с храбрым лесничим, не побоявшимся обезвредить брата-бандита. Но соседка сказала, что он, сразу после похорон, уехал в город и живет теперь там. Мужчина, терзаемый сомнениями, обратился к местному участковому, который в результате дал запрос по месту жительства лесничего с целью установления его личности. Через пару дней пришел ответ, что проведенная дактилоскопическая экспертиза показала, что лесничим оказался беглый рецидивист, официально числившийся мертвым. Совершив подлог, он умертвил брата и стал выдавать себя за него. Теперь его ждет суд и новый срок. Егерю удалось сохранить честное имя лесничего, не лишая при этом жизни волка. Серый хищник с тех пор перестал приходить на могилу. Для Игоря остались непонятны мотивы, побудившие волка указать на подлог. Возможно, лесничий чем-то помог волку. Хотя, скорее всего, он просто добросовестно выполнял свой долг перед жителями леса. Животные, как известно, всегда отвечают добром на добро. И волк, безусловно, не стал в этой ситуации исключением. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!